Всем привет! Сегодня буду готовить один из моих любимых тортов Наполеон. Многие согласятся, что Наполеон это король тортов. Я к этому числу отношусь. Друзья, я много искала вариантов разных тортов, и до этого раньше я делала более легкие, то есть коржи. Да, принцип в принципе был один и тот же, но это было не совсем слоеное тесто. То есть я сколько искала в интернете, сколько выискивала рецептов, и я поняла, что есть два варианта Наполеона. Во-первых, есть сухой и мокрый. Сухой это сгущенка с сливочным маслом взбивается, а мокрый это заварная основа. Но во всех случаях в правильном Наполеоне все-таки идут слоеные коржи. Я не буду упрощать сегодня вариант, а приготовлю сама слоеное тесто для наших коржей. Итак, что мне для этого потребуется? Очень холодного масла, значит, процент 82 жирностью, 110 грамм. Два варианта муки. Одна 75 грамм, которую буду смешивать с маслом. Другая мука 350-400 грамм. Вот она. Сметана 60 грамм. Холодная вода 150 миллилитров. Она у меня сейчас в холодильнике замораживается. Соль, одно яйцо и уксус 9%, пол столовой ложки. Итак, самым первым делом я буду натирать масло на терку. Пока оно еще очень холодное, оно очень хорошо, удобно натирается. Я его кручу в руках, чтобы там, где долго пальчики мои держат, чтобы оно не таяло. Так, масло натерла. Теперь можно или на досточке, или я все-таки прям на стол перекладываю масло. И буду сразу же одну часть муки, меньшую, смешивать с маслом. Аккуратненько. Можно или ножом порубить. Ну, в принципе, я тоже хотела ножом, но смотрю, очень удобненько. Знаете, так легко-легко ручечками. Не сдавливайте его. Должна быть такая мучная крошка. Я, кстати, осталась на досточке. Я вот так вот слегка раз-раз, и оно все прекрасно собралось. И теперь, друзья, эту пока масло с мукой мы перекладываю опять в вот эту мисочку, с которой я высыпала муку. Забыла сказать все продукты. И яйцо, и сметана, масло, естественно. Все должно быть очень-очень-очень холодное. Далее в мисочку отдельную соединяем яйцо, воду, соль, сметану и уксус. Уксус, водичка. Воду я держала в морозилке. Сметана. Оп. И хорошо перемешиваю смесь. Далее эту смесь переливаем во вторую муку. То есть вторая мука 350 плюс 50 грамм для подсыпки. То есть я взяла примерно 400 грамм. Сейчас я немножечко отсыплю этих 50 грамм и вливаю сюда нашу смесь. И замешиваю тесто. Тесто должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Замешивать я сначала буду ложечкой. А потом высыплю все на стол, выложу наше тесто и буду домешивать на столе. При необходимости добавляйте муку. Стол, то есть я посыпаю мучичкой, выкладываю туда тесто. И замешиваю тесто. Теперь это тесто я раскатываю в пласт.
Так, друзья, раскатала я наше тесто в такой большой конвертик. Дальше, что я делаю дальше? Я высыпаю вот это масло с мукой, первый вариант, на середину моего теста. И закрываю конвертик. Аккуратненько. Оп. Второй. В общем, повторяйте, как я. И слегка придавливаю скалкой. С одной стороны, с другой. Перекладываю тесто на доску с пищевой пленкой. Оп. Досточку ближе поднесу, чтобы вы видели. И, пожалуйста, кладу. И закрываю. И отправляю тесто в холодильник минимум на 1 час. У меня прошло 2 часа. Дальше что я делаю? Присыпаю поверхность немножечко мукой и достаю свое тесто. Достаю из пищевой пленки. Раскатывайте корж вот таким вот квадратиком. Раскатав тесто, я снова его складываю. Складываем вот такой вот конвертик. Максимально старайтесь, чтобы он был ровный. Присыпаю поверхность мукой, чтобы тесто не липло. Переворачиваю. И снова раскатываю. Еще раз раскатываю. И складываю. Дальше заворачиваю тесто в пищевую пленку и отправляю в холодильник уже где-то минут 20-25. А пока мое тесто будет настаиваться в холодильнике, я уже за это время сделаю наш заварной крем. Я этот торт приготовлю лучше. Пока никого нету, напишите в комментариях, что Бог-змей – это я. Готовлю и веду канал лучше, и я буду блогером. Сейчас я приготовлю традиционный крем-пломбир, который практически всегда используют в тортах Наполеон. Для этого рецепта мне потребуется 360 мл молока, 2 яйца, 40 грамм муки. Муку, кстати, можно заменить на кукурузный крахмал. 160 грамм сахара, 220 грамм сливочного масла, у меня жирностью 82%, и ванильный сахар, я беру пакетик. Чтобы избежать комочков, я в самом начале к муке добавляю немного молока и хорошо размешаю. Кстати, можно сразу муку добавить в молоко. Молоко при этом должно быть очень холодное. Перемешиваю венчиком. Смешиваю хорошо до однородности. Кстати,
Кстати, кто любит более насыщенный вариант торта, я уже повторюсь, есть два варианта, сухой и мокрый. Сухой это когда масло, сгущенка, мокрый это когда заварной крем-пломбир. Так вот, если вам покажется, что этого количества молока вам мало, можете на 100 грамм больше добавить. Просто тогда примерно столовую ложку можете добавить еще кукурузного крахмала. Так, далее к этой смеси добавляю 2 яйца. И также перемешиваю. Сюда же добавляю сахар. Пока я перемешиваю эту смесь, остальное молоко ставлю разогреваться. Сахар, ванильный сахар. К основному молоку выливаю нашу смесь яично-мучную. И ставлю на огонь и буду уваривать, пока смесь не загустеет и не закипит. Когда закипит, проварю на медленном огне примерно 2 минуты и сразу выключаю. Хорошо сначала перемешиваю и ставлю на огонь уже массу, которая хорошо вымешается, ни одного комочка. Так же, как буду уваривать, буду постоянно перемешивать. Итак, у меня хорошо заварился крем, посмотрите, какой он. Теперь добавляю сюда сливочное масло. Я уже говорила вам в предыдущих видео, что я не сторонник того, чтобы именно для такого на молочной основе крема-пломбир отдельно взбивать масло, а потом добавлять в остывший крем. Мне не нравится его вкус тогда, но это лично мое мнение. Вы же можете сделать следующим образом. Подождать, пока заварная основа хорошо остынет, и отдельно комнатной температуры масло взять, взбить хорошо миксером 5 минут и по чуть-чуть добавлять и перемешивать. Мне же нравится такой способ. Хорошо вмешиваю масло в крем и накрываю, и потом пищевой пленкой, можно переложить в другую посудину, и оставляю при комнатной температуре так остывать. А сама тем временем займусь дальше тестом. Посмотрите, какой вышел у меня крем. Пока он горячий, когда он остынет, он еще больше станет более плотным, то есть консистенция такая, какая нам как раз и нужна. Стол опять присыпаю мукой. Опять раскатываю его. Опять складываю его. И опять отправляем в холодильник еще на 20 минут. Дальше достаю тесто из холодильника, присыпаю стол мукой, тесто выкладываю. Немножечко это ручка его. И делю тесто на 8 частей. Оп. Оп. Кстати, посмотрите, друзья, какое красивейшее тесто получается в разрезе. Очень видно слои. Прекрасно. 7 кусочков я отправляю в пакет и в холодильник. А с одним буду сейчас работать. Раскатывать я буду примерно 20 сантиметров, 20-21. Учитывайте, что при выпечке коржи на 2 сантиметра будут уменьшаться. То есть берите любую крышку, тарелочку. У меня будет вот эта форма для торта, она у меня есть, я просто замерю и сделаю ее. Не забываю присыпать мукой, чтобы оно не прилипало, и раскатываю. Перекладываю коржик на пергамент, и там буду вырезать круг. Перекладываю.
Так, духовка у меня разогревается до температуры 230-240 градусов. Я при такой температуре буду выпекать. Просто вот так вот надавливаю и чуть-чуть прокручиваю. Обрезки никуда не убираю, они остаются здесь. Я их чуть-чуть так просто отодвину. Это будет крошка. Можно сверху проколоть немножко вилочкой. Слегка. В хорошо разогретую духовку отправляю выпекаться первый коржик. Пока выпекается первый, я готовлю второй. Ну что, друзья, коржики получились супер-мега идеальные. Я даже не, я в таком восторге. Я даже не рассчитывала, что они будут такие прекрасные. Посмотрите, какие они. Сейчас вам покажу более крупным планом. Просто красота. Они настолько слоеные, они настолько суперовые. Я вам, друзья, сейчас покажу на примере крошки, какие они выглядят в разрезе, в разломе. Посмотрите, какая красота. Ау, горячая. Смотрите, какая красота. Очень красивая крошка. Сейчас я ее оставлю для украшения торта. А сейчас я буду собирать торт. В кольце. Так, друзья, смотрите, есть два варианта сборки торта. Если вы хотите более влажный вариант, вы когда полностью соберем с вами торт, вот вы когда соберете, получается тогда и надо немножко коржи придавить, им даже сверху пресс поставить, тогда они больше пропитаются. Второй вариант, более сухой, это когда коржи не придавливать, просто оставить как есть. Вот я хочу второй вариант. Мне вот эти вот прекрасные, вот эти хрустящие коржики, я их не хочу портить. Итак, примерно распределяем, примерно где-то по 2 столовые ложки, и больше не надо. Так, я возьму лопатку, мне тяжело ложкой размазывать. Сразу, наверное, сделаю еще кольцо. Сейчас один коржичек намажу. Рекомендую этот рецепт, он рабочий, он идеальный, он замечательный, друзья. Просто замечательный. Конечно же, этот торт я оставлю на пропитку на ночь. А уже обсыпать крошкой, делать его еще более аппетитным я уже буду завтра. Сегодня я прохожусь слегка по бокам торта. Оставлю немножко крема еще на завтра, когда он осядет. Вот не хочу я сегодня с ним расставаться. Замечательный тортик. Кстати, мне даже не понадобилось кольцо. Все зафиксировано, все красиво. Я, знаете, вот эти вот где-то пустоты. Я вот так вот лопаточкой туда крем. Ну, а когда он осядет завтра... И еще завтра. Но вообще красота. Ну что, мои хорошие, я еще раз скажу. Если вам не нравится такой воздушный вариант, вы просто все в кольцо и под прессом.
Я этого делать не хочу. Я хочу оставить, сохранить вот эту хрустящую структуру, более сухой вариант. Поэтому все, я в таком виде отправляю тортик на ночь в холодильник, а завтра я уже его украшу и довыравниваю бока. Ну что, друзья, у меня прошла ночь. Я остатки крема положила в кондитерский мешок и сейчас довыравниваю сверху, доукрашаю. Очень, кстати, удобно кондитерским. Сейчас я шпателем немножечко где-то украшу. И бока торта также. Быстро, удобненько. Можно края подрезать, кому хочется еще более красоту какую-то ровную. Меня все устраивает. Я обожаю. Я вообще от таких коржей в восторге. Рекомендую. Тесто, кстати, друзья, готовится просто, на самом деле, хотя кажется, что много там мороки с ним. Все, во-первых, вы сделали. Крошку для торта я перемолола просто руками. Можно это сделать в блендере, но я не хочу сильно мелкую, во-первых, а во-вторых, делать пальчиками, ломать вот эти вот прекрасные обрезки, это само удовольствие. Поэтому я сделала так. Я прям на противне, где выпекала ее просто сильно много. И вот так вот, друзья мои, вот так вот сверху посыпаю. С крошкой тортик будет еще в 1000 раз аппетитнее. Посыпаю верх и бока торта. Можно еще сделать вот так. Ну что, посмотрите, красота! Сейчас я сделаю торт еще красивее. Хочется добавить какую-то изюминку. В этом мне помогут грецкие орешки. Если честно, я не знаю, как их красивее разложить, поэтому разложу, как мне кажется. Вот хорошо. То есть украшаю грецкими орехами. Этого можно не делать, естественно. Тортик вообще можно ничем не посыпать. И он будет все равно прекрасный. Наполеон – король тортов. Как ни крути. Ну что, друзья, посмотрите, какая красота, какой шик. Красота, друзья, какая красота. Посмотрите на эти коржи, посмотрите на этот крем, какой это аромат. Друзья, я надеюсь, вам понравился рецепт. Пишите в комментариях, что думаете вы об этом рецепте. А я вас всех целую, люблю. До новых встреч. Пошла кушать тортик.